Когда солнце только начинает золотить верхушки акаций в безбрежных просторах Восточной и Южной Африки, саванна оживает. Среди высокой травы и колючих кустарников мелькают тени, которые по праву считаются воплощением африканского изящества. Это не львы, не леопарды и не слоны. Это существа, чья жизнь — это бесконечный танец на грани выживания. Импала. Многие называют их закуской саванны из-за их численности и места в пищевой цепи. Но такое определение несправедливо упрощает их суть. Импала — это венец эволюции копытных, атлет, способный на невероятные акробатические трюки, и стратег, чей социальный уклад позволяет виду процветать там, где другие гибнут. В этой истории мы заглянем за кулисы их повседневной борьбы, узнаем секреты их анатомии и поймем, почему именно импала является истинным символом африканского буша. Импала — это шедевр природной инженерии. С первого взгляда она кажется хрупкой, но под ее гладкой рыжевато-коричневой шкурой скрывается сеть мощных эластичных мышц. Природа наделила ее уникальным окрасом. Красновато-коричневая спина плавно переходит в светлые бока, а живот остается абсолютно белым. Эта цветовая схема не просто эстетика, а идеальный камуфляж противотень, который размывает контуры животного в мерцающем мареве полуденной жары. Самая узнаваемая черта импалы — черные отметины. На крупе красуются 3 вертикальные черные полосы, напоминающие латинскую букву «М». Существует старая шутка рейнджеров, что эта буква означает «Макдональдс», указывая на роль антилопы в рационе хищников. Но для самой импалы эти полосы — визуальный маяк, позволяющий членам стада следовать друг за другом во время стремительного бегства в густых зарослях. Но настоящая магия скрыта в их ногах. На задних конечностях, чуть выше копыт, у импал расположены пучки черных жестких волос, скрывающие секреторные железы. Во время прыжка эти железы выделяют феромоны, оставляя в воздухе невидимый химический след. Это запах страха и одновременно навигатор. Прыгающая впереди особь прокладывает путь остальным, создавая коридор безопасности в хаосе погони. Только самцы носят корону — великолепные лировидные рога, которые могут достигать метра в длину. Они растут годами, становясь тяжелее и крепче, превращаясь из украшения в грозное оружие для ритуальных боев. Эти рога — символ статуса, пропуск в мир продолжения рода.
Мир импал строго иерархичен и разделен на касты. Здесь нет места одиночеству. Выжить в саванне в одиночку невозможно. Социальная структура импал меняется в зависимости от сезона, превращая их жизнь в сложную шахматную партию. В центре системы стоят гаремные стада. Это группы из десятков самок и их детенышей, возглавляемые одним доминантным самцом. Этот самец – атлант, на плечах которого лежит безопасность всей группы. Он постоянно начеку, патрулирует границы, метит территорию мочой и выделениями желез на лбу. И самое главное – отгоняет конкурентов. Его жизнь полна стресса. Пока самки спокойно пасутся, вожак почти не ест и не спит. Он должен демонстрировать силу каждую секунду, ведь за границей его владений всегда дежурят холостяки. Группы холостяков – это коалиции молодых или старых самцов, которые не смогли удержать территорию. Здесь царит иная динамика. Это своеобразная тренировочная площадка. Молодые самцы устраивают шутливые поединки, скрещивая рога и проверяя силу друг друга. Но за этим дружелюбием скрывается жесткий расчет. Каждый из них ждет момента слабости доминантного самца. Стоит вожаку гарема приболеть или просто устать от бесконечных погонь за хищниками, как один из холостяков бросит ему вызов. Коммуникация в стаде доведена до автоматизма. Импалы используют целый арсенал звуков, от нежного блеяния матерей до оглушительного храпа и рева самцов в период гона. Рев доминантного самца – это звук, который невозможно забыть. Он гортанный, хриплый, напоминающий нечто среднее между рыком льва и скрежетом пилы. Этот звук разносится на километры, заявляя всем: «Эта земля и эти самки принадлежат мне». Когда тень гепарда мелькает в высокой траве или леопард бесшумно соскальзывает с ветки акации, спокойствие саванны взрывается. В этот момент импала активирует свою главную суперсилу – прыжок. Импалы – выдающиеся прыгуны. Они способны взмывать воздух на высоту до 3 метров и совершать прыжки в длину до 10 метров. Но поражает не столько дальность, сколько хаотичность их движения. Это называется пронкинг. Вместо того, чтобы бежать по прямой, импала начинает прыгать в разные стороны, зависая в воздухе и легая ногами. Для хищника, чей мозг запрограммирован на расчет траектории жертвы, такой танец становится кошмаром. Прыжки сбивают фокус атаки, не давая нападающему сделать решающий бросок. Импала – это спринтер, способна развивать скорость от 80 до 90 км в час. Однако их стратегия защиты строится не только на скорости, но и на кооперации. У них есть удивительные союзники – волоклюи или буйволовые птицы. Эти маленькие птички проводят весь день на спинах антилоп, выклевывая клещей и других паразитов. Но их главная ценность – бдительность. При малейшей опасности волоклюи взлетают с резким криком, работая как живая сигнализация. Импала мгновенно реагирует на этот сигнал, даже если сама еще не почуяла врага. Интересно, что импалы
Одни из немногих антилоп, которые одинаково успешно являются и пасущимися, едят траву, и грызущими, едят листья и побеги кустарников. Эта гибкость в диете позволяет им оставаться в хорошей форме даже в засушливый сезон, когда другие виды вынуждены мигрировать на огромные расстояния. Они всегда там, где есть хоть капля жизни, всегда готовы к рывку. Жизнь в саванне циклична, и самым важным моментом в этом цикле является гон. Время, когда гормоны диктуют правила игры. Обычно это происходит в конце сезона дождей. Борьба между самцами становится ожесточенной. Рога, которые раньше использовались лишь для демонстрации, теперь сталкиваются с сухим треском, слышным издалека. Это изнурительный период. Доминантные самцы теряют до четверти своего веса за несколько недель. Но настоящая магия происходит спустя 6-7 месяцев. У импал есть удивительная биологическая способность. Они могут задерживать роды на месяц или больше, если сезон дождей задерживается. Они ждут идеальных условий, когда трава станет достаточно высокой и сочной, чтобы скрыть новорожденных и обеспечить мать молоком. Рождение происходит почти синхронно. В течение пары недель саванна наполняется сотнями крошечных, длинноногих копий своих родителей. Это стратегия затапливания хищников. Появляясь на свет одновременно, детеныши импал создают такой избыток добычи, что местные львы и гиены просто не в состоянии съесть всех. Это жестокая, но эффективная математика выживания. Пожертвовать немногими, чтобы спасти вид. Первые дни жизни детеныш проводит в укрытии, неподвижно лежа в густой траве. Мать навещает его лишь для кормления, стараясь не привлекать лишнего внимания. Через несколько дней малыш присоединяется к детскому саду, группе сверстников внутри стада. Здесь они играют, тренируют свои первые прыжки и учатся распознавать сигналы опасности под присмотром нескольких бдительных самок.
Это не просто отдельный вид. Это фундамент, на котором держится экосистема африканского буша. Как промежуточное звено в пищевой цепи, они преобразуют растительную энергию в белковую массу, поддерживая популяции крупнейших кошек планеты. Без импал саванна бы опустела, а баланс между растительностью и хищниками был бы безвозвратно нарушен. Но влияние импал глубже, чем просто роль добычи. Будучи смешанными потребителями, они формируют ландшафт. Выедая определенные виды кустарников, они предотвращают превращение саванны в непроходимые заросли, сохраняя открытые пространства для других животных. Их навоз удобряет почву, способствуя росту свежей травы. В отличие от многих других антилоп, чья численность сокращается из-за изменения климата и потери среды обитания, импалы демонстрируют удивительную устойчивость. Их пластичность в питании, в социальном поведении, в размножении делает их одними из самых успешных млекопитающих Африки. Они – живое доказательство того, что адаптивность важнее грубой силы. Когда солнце садится за горизонт, окрашивая небо в багровые и фиолетовые тона, импалы собираются на открытых пространствах. В сумерках, когда активизируются самые опасные ночные охотники – леопарды, антилопы становятся еще бдительнее. Каждое движение ушей, каждый поворот головы синхронизированы. Мы часто ищем в природе героев – льва с его гривой или слона с его мудростью. Но присмотритесь к импале. В ее золотистом глазу отражается вся драма и красота дикой Африки. Это животное, которое превратило страх в бдительность, а бегство в искусство. Импала не пытается покорить саванну. Она живет в гармонии с ее жестокими законами, напоминая нам о том, что истинная грация – это способность оставаться прекрасным даже в момент смертельной опасности. И пока по утрам над акациями разносится тревожный храп вожака, а над травой взлетают рыжие тени, сердце Африки продолжает биться в такт прыжкам этих удивительных атлетов. Это бесконечный цикл, это танец жизни. И импала в нем – главная балерина, чье выступление длится миллионы лет и не закончится, пока стоит это древнее солнце.